Так, всем привет, девчонки! Сегодня мы с вами сделаем декор до Нового года, коробочку хлопка и корицу. Для корицы глинку я окрасила красно-коричневой красочкой, для коробочки хлопка я окрасила охрой. Итак, для начала мы раскатаем глинку и потом начну вам показывать, как делать эти все декоры. Итак, до палочки корицы я раскатала и обрезала линейкой, сделала ровные края. Убираем лишнюю глинку. Итак, у нас размер получился длиной 8 сантиметров, ширину 3,5 сантиметра. Так, края так слегка приглаживаем пальцем, чтобы все заусеницы убрать, которые остались от линейки. Так, и просто начнем скручивать. Так, забыла еще вам показать, еще надо сделать фактуру. Тороплюсь, все, быстро-быстро. Фактуру вот такой палочкой сделаю сейчас. Вот так слегка, как будто продавливаем, чтобы такие полосочки были. Надеюсь, вам видно. Так, катаем и вдавливаем. Эту фактуру мы снаружи оставим. Вот такая фактура у нас получается. Надеюсь, видно. Теперь просто скрутим нашу трубочку. Аккуратненько так. Так, сейчас поправим. Надо, чтобы так внутри было закручено. Так, вот надо заправить внутреннюю часть. И еще можем добавить фактуры. Так, продавим палочкой, чтобы выглядело более натурально. Можем даже протянуть кое-где. Берем так и протягиваем полосочки. Протягиваем. Сейчас она такая светленькая, она высохнет, тогда станет потемнее. Если она не будет потемнее, еще немножко можно затонировать. Ну вот, наша палочка корицы готова. Сейчас мы раскатаем глинку для коробочки хлопка. Итак, для коробочки хлопка мы раскатали глинку, вырезали. Я вырезаю вот таким катером. Это у меня листочек. Теперь нам надо подрезать все неровности, потому что он зубчиками листочек. И хвостик этот тоже также подрезаем. Так вот. Быстренько все подрезали. И теперь будем формировать лепесточек. Ну, долечку, то есть. Так, для этого складываем
пополам. Защипываем серединку. Разворачиваем. И также расплющиваем краешки. Расплющиваем, расплющиваем. И так подправляем. Все расплющиваем. Серединку, краешки. Теперь будем булькой углублять. Это оно у нас так-то самое собирается, а потом подправить. Серединку подправим, растянем. И она выпрямится опять же. Так же самое будет нормально. Ровненькая. Так. Вот мы оформили такую. Надо булькой всегда немножко посмотреть, подкатывать. Поменьше, побольше. Поэтому нужны все бульки. Стек-шарик, то есть. Вот так получился. Так. Сделали. Теперь будем делать форму, какая нам надо. Складываем. Потому что такой длинный нам не надо. Такая коробочка длинная. Ой, так падает. Такую где-то нам надо. И вот этот кончик тоже немножко вытягиваем, чтобы остренький был. Лишнюю глинку убираем. Вот у нас получились такие 4 дольки для коробочки хлопка. Сейчас я их соберу и покажу вам. Так. Итак, мы с вами сделали, девчонки, коробочку для хлопка и корицу. Можно задекорировать эту коробочку, можно делать хлопок еще даже. Или просто оставить так, как есть. И уже добавлять в декоры в новогодние. Она у меня еще будет сохнуть, потом еще и буду тонировать. Вот еще я ягодки собрала красненькие, но уже не стала снимать. Ягодок много не бывает, так что лепите для декора разные ягоды, корицы, шишки тоже. Но я шишку не лепила. Цветочки. Я уже цветы вам показывала. Там у меня есть еще видео, где снеговичок, птички рождественские, цветок на елку. И вот еще сегодня вот такой декор. Так что вот на этом все сегодня, девчонки. Успехов всем! С наступающими праздниками! Все, пока!